Cześć wszystkim. Wyszłam z dzieckiem na spacer i chcemy powiedzieć w tym filmie o 13 rzeczach, których lepiej nie robić w Polsce, ponieważ można dostać мандат, милого оглядания. Когда только собираешься переезжать в Польшу или только переехал, то кажется, что здесь в Польше правила примерно такие же, как и в наших странах. Но на самом деле, пожив здесь хотя бы пару месяцев, уже можно понять, что в Польше есть определенные правила, которые нужно выполнять. И не потому, что кто-то там вредный придумал эти правила, а потому что здесь работает система и все по закону действует. И в этом видео я расскажу о 13 вещах, которые лучше не делать в Польше. Ну, по крайней мере, стараться не делать. Некоторые из этих вещей покажутся вам абсолютно нормальными, и эти правила и в других странах действуют, но для многих кажется это удивительным. Поэтому приятного просмотра и обязательно досмотрите видео до конца. Кстати, пока я еще не начала рассказывать, до Нового года осталось совсем чуть-чуть, а у меня была мечта собрать 10 тысяч зрителей, подписчиков на своем канале. Не знаю, получится или нет, еще осталось чуть-чуть меньше, чем 300 человек, поэтому если вы подпишетесь, мне будет очень приятно, вам не сложно, да, а мне приятно, это меня приблизит к исполнению мечты. Так что, пожалуйста, прежде чем досмотреть видео, подпишитесь на мой канал. Итак, первое, что хочется отметить, что нельзя делать в Польше, это нарушать тишину в тихий час, так сказать. В Польше очень строго соблюдается тихий час, особенно с 10 вечера до 6 утра шуметь нельзя, и также в воскресенье и праздничные дни. Громкая музыка, ремонт, например, вечеринки могут закончиться визитом полиции, если это все делается в тихий час. Соседи спокойно могут вызвать правоохранительные органы, и это считается нормой, никто даже не удивляется. Второе, что нельзя делать в Польше, нельзя мусорить и игнорировать сортировку мусора. В Польше очень строго относятся к сортировке мусора. Все контейнеры подписаны, и если выбросить мусор в неположенный контейнер, то можно даже получить штраф на 2025 год. Штраф составляет от 100 до 500 злотых. Я даже знаю случай, лично знакомые здесь в Польше выбросили мусор не туда, куда надо, не в тот контейнер, так сказать. И соседи пожаловались, им сделали предупреждение. Штраф не дали, но сделали предупреждение. Так что спокойно могут и соседи пожаловаться, если вы мусор выбрасываете не в нужный контейнер. Третье, нельзя переходить дорогу в неположенном месте. Даже если нет машин, например, и вы переходите дорогу не по пешеходному переходу, то вас могут оштрафовать, если это заметят. Штраф примерно от 50 до 200 злотых на 2025 год. И, например, вариант, что я никому не мешаю, здесь сейчас не едут машины, он не прокатит. То есть вам в любом случае будет наказание. Конечно, это правило нарушается некоторыми людьми, и просто если вас не заметят, как бы оно может и прокатит, но если вас заметят, то штраф гарантирован. Поэтому лучше не рисковать и переходить дорогу на зеленый свет светофора по пешеходному переходу, а не где попало. Четвертое, нельзя пить алкогольные напитки в общественных местах. Кажется, абсолютно простое правило, которое действует во многих странах, но отмечу, например, что в Польше это очень строго. Пить алкогольные напитки можно только в барах, ресторанах и на своих частной территории, да, там у себя дома, например. В парках, на улице, на лавочках нельзя. Если вас заметят, то выпишут штраф. Штрафы примерно по всей Польше одинаковые, от 100 до 500 злотых. Это в зависимости на усмотрение, да, полицейских, от обстановки. Я сравнила Вроцлав и Варшаву, штрафы примерно одинаковые. Но если вы находитесь, например, на улице в сильно алкогольном опьянении, то тогда вас могут забрать в
отрезвитель, в общем, в место, где вы придете в себя. И нахождение там тоже платное, примерно 300-400 злотых. Так что лучше даже не пытаться там скрыться, вообще не рисковать этим. Если хотите выпить алкоголь, лучше в положенных местах это делать. И, кстати, очень мы заметили сразу, когда только приехали в Польшу, что здесь, в принципе, пьяных людей мы не встречали на улице. Нет на улице, знаете, люди, которые там на лавочках валяются уже просто в отключке от алкоголя, как во многих, например, странах, да. В Польше такого нет. И мы в разные города ездили, и в маленькие, и в большие, мы такого не встречали. Было, может быть, 2-3 раза в каких-то маленьких городах, но это настолько редко, что просто, в общем, мне вот этим и нравится Польша. 5. Запрещено курение где попало. Это касается и обычных сигарет, и электронных сигарет. Нельзя в Польше курить у входов, например, в магазины, на детских площадках. Курить можно только в специально отведенных местах. В общем, где стоит знак типа «No smoking», лучше не стоять, не курить. Можно получить штраф. Штрафы обычно до 500 злотых, но могут ограничиться просто предупреждением, либо минимальным штрафом около 100 злотых. Но максимальный порог может быть 500, это разрешено законом. Следующее правило, которое лучше не нарушать в Польше: нельзя парковаться как тебе удобно, где ты считаешь нужным. В Польше очень строго с паркингами. Парковаться можно только в отведенных местах. Обычно, особенно в больших городах, паркинги все платные, особенно в центре города. И если ты встанешь в неположенном месте или, например, даже на место инвалидов, то тебе придет штраф. Либо эвакуация машины, либо просто блокировка колес. Штраф за нарушение парковки примерно от 100 до 500 злотых. Если встал на место инвалида, то тут дороже будет стоить, около 800 злотых штраф. Если вдруг у вас заблокировали колеса, это будет стоить разблокировка примерно 150 злотых. Зависит тоже от города. Если, например, машину эвакуировали, то за эвакуатор вы платите еще отдельно где-то 700 злотых. И каждый день вы платите за нахождение машины на автостоянке, да, где она хранится. Один день примерно 60 злотых. И в итоге получается, что вы платите, если вы сразу заберете, например, машину с автостоянки, у вас выходит 1000, а то и больше злотых вместе со штрафом, все вместе за неправильную парковку. Поэтому лучше парковаться в нужном месте и платить паркинги. Следующее, что лучше не игнорировать в Польше, это письма. В Польше до сих пор присылают письма на почту частенько, особенно, например, какие-то там государственные учреждения, ужин. И такие письма лучше не игнорировать. Если письмо могут принести прямо домой, это тогда хорошо, но иногда бывает, приходит оповещение, и тебе нужно будет идти на почту и забирать это письмо. И в письме будет уже указано, что тебе нужно сделать, до какого срока и так далее. Такие письма лучше не игнорировать, и ответы типа «я не знала», «я не видела письмо», «я его потеряла», в общем, они не прокатывают. Поэтому лучше внимательно за этим следить и отвечать на такие письма. Это могут быть письма и со школы даже, с ужина, с каких-то других государственных учреждений. Следующее: нельзя работать без легального статуса. Даже какая-то неофициальная работа, временная, если узнают, то будет серьезное наказание. Наказания могут быть разные. Штраф может быть минимум от 1000 злотых за неофициальную, нелегальную работу. Это именно человеку, кто работает, да, неофициально. А работодателю, который трудоустроил неофициально на работу, штраф может быть от 3000 до 50 000 злотых на 2025 год.
Также может быть депортация из страны. И после депортации запрет на въезд в Шенген, в Польшу и в многие страны, кто находится в Шенген-зоне, до 5 лет. Ну и дальше также может быть очень сложно легализоваться вообще, в принципе, в Польше. Так что подработать в Польше неофициально, втихаря, так сказать, не получится. 9 правило, которое лучше не нарушать, это опоздание. Нельзя в Польше опаздывать. Мы сами лично столкнулись с этим пунктом. В Польше поляки вообще очень пунктуальные люди. Очень пунктуальные. У них все по записи, все вовремя, все по времени. Если ты опаздываешь, это твои проблемы. Умолять и просить или там как-то, знаете, через знакомство договариваться не прокатит. Опоздал? Все, следующий по очереди идет. Мы лично столкнулись, я с ребенком записывалась к врачу. Мы опоздали к врачу буквально на 10 минут. И что вы думаете, нас не приняли, хотя в коридоре не было вообще людей, не было очереди, вот прям вообще ни одного человека. И все мои умоления и просьбы, пожалуйста, примите нас хотя бы на 5 минут, здесь никого нет в коридоре, они не прокатили. Сказали, вы опоздали? Нет, это ваши проблемы. Поэтому тут, конечно, все зависит еще и от человека. Были случаи у нас, когда все-таки нас принимали или говорили, становитесь там в живую очередь, ждите, если будет свободное окно, вас примут. Но это бывает не так часто. Поэтому, если вам повезет и вам попадется хороший, адекватный поляк, который, если вы опоздаете, все равно вас примет, то супер. Но не настраивайтесь на это, лучше приходить вовремя, а и то заранее даже. И раз мы затронули эту тему, очень похожий следующий пункт, что нельзя делать в Польше. Здесь не прокатывает договориться, так сказать. Здесь не работает коррупционная система, и у вас не получится договориться, например, о сдаче экзамена, да, на хорошую оценку, там, о каких-то медицинских услугах. В общем, все, что, например, в наших странах могло проканать, и можно договориться что-то подарить, дать, заплатить, здесь такого нет. Даже если вы попытаетесь это сделать, на вас очень косо посмотрят. Здесь это не принято, потому что это все карается законом, и все боятся закона. Тюремный срок даже может быть, поэтому лучше даже не предпринимать попытки что-то кому-то предложить втихаря. 11 пункт. В Польше нельзя нарушать правила, касающиеся безопасности детей в общественных местах. Например, нельзя оставлять ребенка одного в машине и идти в магазин. Если кто-то заметит, что ребенок один сидит в машине, уж тем более, если он прям совсем маленький, то могут спокойно вмешаться и вызвать полицию. И начнутся проверки. Поэтому так лучше не делать. Честно скажу, есть люди, которые нарушают, и как бы, если дети постарше, и, может быть, какие-то безвыходные ситуации бывают у людей, да. Я лично скажу честно, сама это правило иногда нарушаю, потому что иногда просто нет вариантов особо. Адриана уже достаточно взрослая, ей 3 года у меня. И я могу, например, оставить ее в машине, если я припарковалась, например, прямо перед аптекой, и сбегать самой в аптеку. Мне так проще, потому что пока я ее вытащу с автокресла, пока я пойду с ней в аптеку, потом ее назад в автокресло сади, пристегивай. Это столько времени занимает. А зная, например, что в аптеке нет очереди, то я могу спокойно сбегать сама, а она спокойно посидит в машине. Конечно, я открываю форточки ей, чтобы
чтобы был воздух, да, так сказать. Ну и я с ней говорю, обсуждаю это, говорю, что я сейчас отойду на минутку, а ты посидишь. И она, если соглашается, то я отхожу. Если она говорит нет, я с тобой, то, конечно, я ее беру с собой. Насильно я ее в машине не оставляю. Но такие случаи бывают, они нечастые, но бывают. Так делать вообще нельзя, но иногда, честно скажу, приходится. Я думаю, я не одна такая. Можете написать в комментарии, оставляете ли вы своих детей где-то посидеть ненадолго, например, в машине или дома, например, пока вы в магазин сходите. То напишите, будет интересно почитать. Но вообще в Польше, если видят какую-то небезопасность для ребенка в общественном месте, могут вмешаться. Хотя, знаете, я вот буквально на днях, мне в Инстаграме попался Reels, причем на польском языке поляков, где в общественном месте, в торговом центре, я если найду Reels, то прикреплю. Я была в шоке, если честно. В общественном месте мама бегала за своим, не знаю, бывший, не бывший муж, который забрал у нее ребенка. Ребенку там 2 года, по-моему. И он забрал у нее ребенка, она уже месяц его не видела. У него уже новая там жена. И эта новая жена не подпускала мать к ребенку. Она бегала по всему торговому центру за своим ребенком. Ребенок у папы на руках, плачет. И меня поразило то, что куча людей в торговом центре просто, и никто не вмешался, никто не остановился, никто не спросил, не предложил помощь, не вызвал полицию, видя, что борются за ребенка, мать пытается забрать своего ребенка. Вот это меня поразило, конечно, и повергло в шок. Но, наверное, так бывает нечасто, и чаще всего вмешиваются. Но я еще думаю, может быть, так случилось, потому что в Польше, может быть, не принято именно в семейные ссоры влазить. Может, подумали, ну, муж и жена поругались. Но если именно если ребенок один находится где-то без взрослых, без родителей, там потерялся или оставили его, тогда да, вмешиваются. А если рядом есть родители, тогда, наверное, не вмешиваются. Не знаю, это моя такая логика. Вот мне интересно тоже посмотреть, что напишут поляки, особенно у меня в комментариях под видео. Почему так? Почему никто не вмешался? Очень нельзя, может быть, по закону. Вот очень интересно понять вот законы, почему так. Я бы, наверное, вмешалась бы, не знаю, но я когда смотрела Reels, меня прямо в шок реально это повергло. Раз мы уже заговорили о детях, 12-й пункт, что нельзя делать в Польше, это фотографировать и снимать на видео детей без разрешения их родителей, чужих детей. И тем более выставлять эти фотографии и видео в социальные сети. Родители могут, если заметят, пожаловаться, попросить удалить как минимум, да, а то и намного серьезнее. Поэтому лучше чужих детей не фотографировать, специально, по крайней мере. Потому что в Польше, например, при поступлении в садик, в школу, когда вы отдаете ребенка, вы подписываете документы, даже у вас, как у родителей, спрашивают, можно ли фотографировать вашего ребенка. Можно ли, чтобы приходил, например, там врач и осматривал его, да, дотрагивался до ребенка. То есть вот такие прямо моменты подписываются родителями, ну, согласен родитель или нет. Поэтому также и родители не могут фотографировать без разрешения других родителей и чужих детей. Понятное дело, что может это произойти случайно. Ты фотографируешь там или снимаешь на видео своего ребенка, и на фоне другие дети есть. Не получится, да, чтобы прям чистый фон был без детей. Ну, в таком случае, если хочется выставить в соцсети где-то, просто замыливать лица детей. Так можно. И последний пункт, 13-й, тоже касается детей. Нельзя в Польше напрямую связываться с учителями и приходить, например, к ним, чтобы решить какой-то вопрос. То есть здесь у вас не получится взять номер телефона личный, мобильный учителя или там воспитателя в садике, связываться. У нас, например, в наших странах так можно было.
когда мы переехали в Польшу, для нас немножко это было шоком. Мы как это? А как тогда? А как звонить учителю? А если что-то спросить надо? А если ребенок заболел? Здесь вообще это не принято. Только через электронный дневник можно связываться с учителем в школе. И если хочется встретиться и обсудить какие-то моменты, например, по ребенку, это все делается в определенные дни, когда учитель назначает, да, так сказать, индивидуальное родительское собрание с каждым ребенком. Также, если, например, общее родительское собрание в классе не обсуждается успеваемость детей, оценок их, да, вот как в наших странах на родительских собраниях начинают вот по списку идти, пофамильно, там, например, Катя, там, у нее такие-то оценки, ай-яй-яй, как плохо, там, Света и так далее. Здесь такого нет. Здесь оценки детей не обсуждаются в общем, так сказать, коллективе, когда все приходят на собрание. Все оценки обсуждаются индивидуально с учителем каждых родителей, то есть индивидуально. На собраниях обычно обсуждаются просто какие-то организационные моменты по учебе, какие-то, может быть, выезды, сдача денег на что-то, подарки и так далее. Успеваемость вообще не затрагивается даже, и никто не задает вопросы учителю. То есть все в курсе об этом знают. Поэтому если вы на родительском собрании спросите, а как там мой ребенок учится, скажите, у него там оценки, например, хорошие там или плохие, как вы считаете, то это будет смотреться не очень красиво. Вам даже могут не ответить, скажут, давайте мы с вами индивидуально после, например, собрания поговорим. Ну что, я назвала такие основные пункты, основные правила, которые лучше в Польше не нарушать. Их, конечно же, может быть намного больше. Я обозначила только некоторые, самые такие, знаете, возможно, важные. Поэтому, если вы собираетесь жить в Польше, переезжать в Польшу, то лучше об этом знать до переезда. Не обязательно любить, да, и все вот эти вот правила, но их нужно понимать и принимать. Просто принимать. Поэтому в Польше и действует хорошо закон, и здесь все в порядке, и все налажено. Поэтому я советую это все не игнорировать. Ну а от вас, пожалуйста, лайк и комментарий этому видео. И не забудьте подписаться на мой канал. Если вы еще не подписаны, меня многие смотрят без подписки, поэтому, пожалуйста, вам не сложно, подпишитесь на мой канал, чтобы к Новому году, возможно, я успею достигнуть 10 тысяч подписчиков. Это будет прям самая моя такая большая мечта, которая реализуется на Новый год. Такой большой подарок от вас. Я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.